Сегодня мы с вами посетим один из фитнес-клубов, который находится не так далеко от моего дома, но уже несколько за пределами Москвы. То есть он находится уже в Московской области. Сегодня мы также поговорим с некоторыми сотрудниками этого фитнес-клуба и надеюсь, что для вас это будет весьма интересно и познавательно. Давайте сейчас подойдем к клубу и посмотрим, как там все внутри и как там все работает. Обязательно надеваем бахилы, чтобы было чистенько, и проходим, будем смотреть. Всем добрый день, это наш фитнес-центр и наша входная группа. Здесь у нас работает отдел продаж, это люди, которые отвечают за коммуникацию с клиентами. Здесь для удобства наших клиентов есть сейфовые ячейки и, конечно же, раздевалки, но это отдельная история. Здесь клиенты всегда могут взять чистые полотенца. Наш ресепшн, те люди, которые отвечают за сервис, за встречу гостей. Детская комната обязательно. Если вы молодая мама, вы всегда можете оставить своего ребенка в детской комнате. Ну, собственно, все, идем дальше. Сразу скажу, что клуб это не который клуб в центре Москвы, да, мы находимся немножко на окраине, это северо-восточный округ Москвы. В клубе я руководитель тренажерного зала, это если объяснить доступными словами, если брать по градации, то называется супервайзер тренажерного зала, то есть я тот человек, который отвечает за порядок в зале, за оборудование, за подбор персонала, за проведение тренировок, за сервисность. Как пришла в этот клуб? Ну, наверное, тот клуб, который был возле дома, и решила попробовать себя именно в этом клубе и в этой сети. Почему? Потому что сеть достаточно известная в городе Москве. И за что люблю эту сеть? Наверное, за мозги, за ум и за некое такое движение вперед. Для никого не секрет, что есть клубы, мне кажется, это в любой стране мира, которые, работают и работают, да, называются местечковые клубы. А данная сеть и данный клуб – это всегда развитие, всегда стремление вперед, и вот это очень сильно подкупает. Фитнес – это сейчас больше про эмоции. Да, есть очень много людей, которые приходят к нам за результатом, но большинство клиентов приходят к нам за эмоциями. Что такое эмоции, да, в данном контексте? Это достижение целей, достижение результатов. Это, наверное, то место, где тебя поймут. Это то место, где ты можешь оставить свои какие-то негативные эмоции. И разнообразие нашего тренерского состава по профилю дает возможность подобрать, наверное, каждому уникальному клиенту своего тренера. Ведь у каждого тренера своя специализация. Это может быть набор мышечной массы, подготовка к соревнованиям, работа с детками, работа с беременными. Это может быть функциональный тренинг и даже после просто пообщаться. И все это тренерский состав. И он очень крутой. И для того, чтобы попасть сюда, действительно нужно образование и иметь опыт, мозги, стремление и мотивацию. Самые популярные групповые тренировки – это силовые. А вообще, если брать, знаете, так прям глубоко копать, очень много зависит от тренера. То есть тренер, еще раз говорю, что это мотиватор. Силовые тренировки всегда были популярны, но в последнее время набирает обороты очень хорошо функциональный тренинг, миофасциальный релиз, сайклы, пилатес, танцы, потому что женщина может раскрыться, да, в тех же танцевальных направлениях. И это здорово, что есть такая история, и многие клиенты приходят не только на одну тренировку, а захватывают несколько. И это тоже очень классно, то есть они приходят сначала на силовую, потом остаются на тренировке по растяжке. Но самые популярные запросы, как ни казалось бы, что скоро лето и люди идут за красивой фигурой, наверное, это больше реабилитационные моменты, потому что люди очень много проводят времени на работе, в офисах, ведут сидячий образ жизни, и запросов очень много именно с реабилитацией и для того, чтобы человеку было комфортно жить, потому что фитнес – это про движение. Сейчас фитнес – это про движение, про здоровый образ жизни. Ну что, пойдемте со мной. Это продолжение нашего фитнес-клуба. Здесь у нас находится бассейн, мы обязательно с вами его посмотрим. И в чем плюс нашего клуба? Здесь каждая мама, когда ждет своего ребенка на тренировку, она может следить за тренировкой. То есть в бассейне находятся камеры, которые выводятся на наш шикарный экран, и вы можете всегда посмотреть, как занимается ваш ребенок. Здесь зона спа, это массаж, это процедуры уходовые по телу, и наши клиенты с удовольствием посещают эту зону.
Ну что, это наш бассейн, полноценных 4 дорожки по 25 метров. Мы практикуем и грудничковое плавание, берем малышей от 1 месяца и, естественно, тренируем и готовим деток и взрослых к соревнованиям. Наш тренерский состав, оборудование. И если брать грудничковое плавание, там немного иная температура, и все тренировки проходят в детском бассейне. Зона джакузи и зона отдыха, где наши клиенты всегда могут отдохнуть и расслабиться и получить классные эмоции. Я сейчас не помню страну, ее звали Джейми, и работала я с ней на английском языке, хотя мой английский не настолько профессиональный уровень. Джейми – это жена известного футболиста Промеса, и моя работа была именно с ней, и плюс был в том, что я знала очень плохо английский, она очень плохо русский знала, и мы именно учились вместе друг у друга. Вы знаете, вот как ни странно, я думаю, что есть разница. Джимми – это, да, бывшая жена футболиста Промеса, и, казалось бы, когда человек, твой муж достиг таких высот, ты должна быть как бы на гребне волны, ты должна быть уверенной в себе. Но здесь я столкнулась и встретилась с такой чувственной, стесняющейся клиенткой, и приходилось, наверное, больше ее адаптировать под именно, как говорят, да, русский фитнес, потому что люди, приходящие сюда, да, 80% знают свою цель, чего бы они хотели. Здесь, наверное, больше был вопрос такой адаптации. Именно к тому, что ты можешь, у тебя все получится, ты красивая, нужно идти вперед, нужно добиваться своих целей. Теперь давайте пройдем в бар со здоровым питанием. Да, меня зовут Алена, мне 22 года, работаю здесь около 8 месяцев. Изначально пришла вообще не сюда, у нас есть другая точка, которая находится в Мытищах. Узнала чисто случайно, просто зашла в кофейню, там была милая девчонка, я говорю, вот у вас есть какое-нибудь место, можно ли к вам прийти на собеседование? Мне говорят, да, и я просто прихожу на собеседование. Но до этого я тоже работала в кофейне. Месяцев 6, поэтому понимала для себя, что мне, в принципе, интересна эта сфера, и решила попробовать здесь. Вот. Поэтому как-то здесь оказалась. Спортивный комплекс начал как-то сам развиваться, здесь сделали ремонт, и, естественно, большая база клиентов, и к нам тоже ходит больше людей. Вот. Не знаю, в день, если один человек на смене, то можно, конечно, устать очень сильно, потому что большая нагрузка. Обычно берут что-то по типу итальянского завтрака, потому что туда входит лосось, микс салатов, и он, в принципе, такой легенький, но можно покушать хорошо. Фреши, кофе тоже, да, берут. В принципе, больше... Вот итальянский завтрак – это самая база, которая у нас здесь есть, и здесь просто все ее кушают. Да, хлеб делаем сами, как раз-таки на точке, которая находится в Мытищах. У нас там своя пекарня, свой кондитерский цех. И все, что здесь представлено, это мы делаем абсолютно сами. Каждое утро привозим, то есть я вот приезжаю и привожу все с собой, выставляю на витрину, поэтому, да, делаем сами. Что ж, отправляемся поговорить с сотрудниками и тренерами. Меня зовут Оксана. В этом клубе я являюсь тренером групповых программ и супервайзером. Я тренер универсал, веду практически все направления. Самые любимые – это, наверное, силовые и функциональные тренировки. Также очень популярный у нас сейчас стретчинг среди мужского населения. У меня мужчин больше. От мужчин классический запрос – это потеря гибкости. Они приходят скорее за гибкостью в наше непосредственное подразделение за реабилитацией. Это очень популярно у нас большое оборудование. Это пилатес, реформер. У нас недавно открылась студия. Новое красивое оборудование, технологичное. Среди женщин по классике также ягодицы, пресс. Ничего не меняется с годами. Запрос остается прежним. Знание английского языка есть. Такое, наверное, базовое. В целом, я думаю, для проведения тренировки мне будет достаточно. Меня зовут Даня Корнилов. Я вообще всю жизнь свою в спорте начинал заниматься профессиональным хоккеем. И, в принципе, всю жизнь им занимался. Лет, наверное, с 13-14 начала интересовать такая сфера, как конкретно тренажерный зал, фитнес. Начал прямо этим глубоко правильно хоккеем заниматься, отдельно тренироваться ходил. И как-то так получилось, вытекло то, что я оказался здесь.
Наверное, общение с людьми, то, что ты помогаешь им стать лучше, как-то меняешь их жизнь в лучшую сторону. Больше мужчин и уже больше, ну, вообще в общем клиентов больше 25 человек у меня, именно которые со мной тренируются, да, больше мужчин, конечно. Нет, иностранцев у меня еще не было, к сожалению, хотя опыт был бы хороший. С иностранными языками у меня, конечно, плохо, но я, грубо говоря, учусь очень быстро. Поэтому, я думаю, смог бы с переводчиком на пальцах, а там уже как-то через время, я думаю, уже бы гораздо легче было, потому что в любом случае каждую тренировку одни и те же термины, одни и те же слова практически всегда. И как ни влево, наоборот, было бы весело, хорошо. Что, ничего такого. Меня зовут Алина, я тренер тренажерного зала, занимаюсь силовой подготовкой. У меня в основном девушки, которые хотят, как правило, привести себя в форму, подтянуть тело, ну, классические запросы. Вот. Пришла я сюда год назад. Ну, просто увидела объявление, искала работу, вот, и я здесь. Изначально я себя исправляла, потому что у меня всегда были проблемы там, с лишним весом, еще что-то. Я сама как клиент была. А потом просто влюбилась и думаю, а почему бы не превратить свое хобби в работу? Поэтому решила в какой-то момент, что надо идти и менять просто все в своей жизни. И почему бы и нет, потому что мы помогаем людям стать лучше, чему-то научить, дать что-то от себя, и мне нравится помогать. И если я смогла сама когда-то справиться с какой-то проблемой, и, естественно, я прошла сама этот путь, я могу что-то дать другим. Скорее всего, на пальцах, да, смогла бы. Ну, потому что, может быть, какие-то базовые слова, фразы ты там все равно знаешь. Прям в идеале я не владею, точнее, каким-то языком, но всегда можно договориться. Потому что я ездила за границу, и я плохо знаю язык, а еще когда ты начинаешь общаться, ты такой теряешься, забываешь все. Но пальцы всегда помогают. Всегда и нормально. Нет, это на самом деле у меня было такое общение в жизни, когда человек как раз-таки учился русскому языку. И это было интересно в плане того, что он меня чему-то учил, я его чему-то учила. То есть и это был такой классный коннект в плане языкового. Я его где-то корректировала, меня где-то корректировали, если я что-то пыталась там сказать по-английски. Как бы, почему бы и нет? Так, ну, зовут меня Евгений. Занимаюсь я, работаю здесь фитнес-инструктором. Работаю здесь с 2017 года. Как я стал фитнес-инструктором, все это было очень просто. Я занимался вольной борьбой 10 лет. У меня была травма спины. После травмы спины я пошел в тренажерный зал, чтобы ее там укрепить. Это было где-то 16-17 лет. И мне это так понравилось, что я решил заняться вот именно непосредственно серьезно бодибилдингом. И в дальнейшем стал тренером уже 18 лет, уже как уже первый клиент у меня был. То есть фактически 24 года работаю в этой индустрии. Общение с людьми, знакомство. То есть это всегда какие-то интересные люди приходят, это всегда какая-то интересная, скажем так, интересная история от них услышу. Ну, наверное, вот это в первую очередь я ценю. Так-то, в принципе, в тепле работаешь, все хорошо, не в холоде, не грязно, не пыльная работа. Зависит на самом деле от периода. Если мы говорим сейчас о данном периоде, то, наверное, 50 на 50. Вот. Но бывают почему-то иногда такие моменты, когда больше женщин или когда больше мужчин. Тяжело сказать. То есть я не знаю, с чем это связано, но бывает так вот 20 мужчин, 10 девушек или наоборот 10 мужчин, 20 девушек. На данный период где-то вот в течение года наполовину, там 15-15. Вот. Ну и подростков, много подростков еще, детей, да. В последнее время нет, но был опыт. Опыт был, да, то есть это из Испании были ребята, вот двое ребят, из Штатов, с Колорадо или Калифорнии, не помню штат конкретно, с Америки, и из Румынии, вот, кого помню, да. Приходилось где-то объяснять и показывать на пальцах, вот, потому что знание языка, допустим, английского у меня на уровне школы, я могу объясниться, но термины спортивными я тяжело обладаю с этим, на английском. Вот. Ну, в данном случае на румынском мне было проще, потому что я его знаю.
А вот с испанскими ребятами и девочкой из Америки было, конечно, сложновато, но на самом деле это буквально 1-2 тренировки, и мы как-то уже так интуитивно взглядом друг друга понимали. То есть, в принципе, ничего сложного нету. То есть ты показал движение, просто руками поправляешь. То есть ты меньше разговариваешь, но больше тактильный у тебя контакт с человеком. Вот в чем разница. Это не преграда, абсолютно. Нет, абсолютно. Спорт объединяет. Это всегда было. Это всегда было. Я считаю, что это абсолютно, в любом случае, это уважение к иностранцу, который обладает русским языком, потому что русский язык один из самых сложных, и знание его для иностранцев – это большой плюс. Вот, поэтому ему только респект и уважуха. Это все, что я могу сказать. Я могу его поправить, но красиво, так, чтобы человек просто на будущее знал, как лучше. И не для того, чтобы я его как бы подкалывал. Здесь я инструктор тренажерного зала. Вот, пришел в эту работу я, наверное, кино насмотрелся в детстве, потом у самого начало получаться. А вот, как только начал свое тело строить, и появились результаты, наверное, начал помогать людям. Потом понял, что это мое призвание. Обезжиривать, накачивать, там, коррекцию производить. Когда есть результат, ты видишь, для чего ты нужен. Вот в этом и суть работы. Чаще всего, скорее всего, это похудеть. Это первый запрос. Потом набрать мышечную массу. Или, как говорят в простонародье, накачаться. Вот это самых 2 основных запроса. Это, естественно, в зависимости от цели. У кого какие цели. Если человек хочет похудеть, то, соответственно, дефицит калорий. Да? А вот, причем просчитывается, я рассказываю, что лучше есть, что лучше не есть. Вот. Да и, в принципе, да, все эти, по поводу сна, это в основном для тех, кто пытается набрать мышечную массу. Для них это обязательно 7-8 часов, без этого никак. Но это элементарно, то есть, как бы, да, так и есть, советую. Да, был случай, наверное, 1 или 2 раза в моей практике, когда приходил иностранец. Вот. Но я больше показывал, нежели говорил. Говорить могу на разговорном английском. То есть провести тренировку я точно смогу. Как мышцы называются, тоже могу все рассказать как бы на английском. Но если углубляться, наверное, какой-то там инженерный или еще что-нибудь, какой-нибудь английский, тогда нет, только разговорный. Здесь я работаю тренером, помогаю людям восстанавливаться, накачаться, похудеть. А попал я сюда в 2019, кажется, году. Собственно, я выходец из профессионального спорта, но начинающему специалисту в детско-юношеской школе прям очень-очень мало платили. Я был не готов к такой просадке по доходам и выбрал коммерческую структуру. Собственно говоря, поэтому здесь. У меня отец спортсмен, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Это российская градация званий в спорте. Вот, соответственно, с детства меня отдали в секцию прям с раннего. И да, там, соответственно, высшее образование получил спортивное. То есть это все на всю жизнь. Все больше, скорее, что-то на восстановление, потому что у кого-нибудь что-нибудь всегда болит. Спины, головы, ноги, колени. Вот пытаемся как-то помочь. Как раз-таки последующие отзывы людей о том, что все так или иначе получилось. То есть потому что у меня были порой очень тяжелые случаи, там, без имен, без подробностей, да, но там, например, у девочки был туберкулез лимфатических узлов, она состояла на инвалидности, и после 1,5 лет занятий ее сняли с инвалидности. Да, то есть, и вот когда человек с благодарностью, когда все это вот так вот, то есть, когда все не зря, это круто. Скорее да, чем нет. То есть, минимальный набор знаний английского есть, там, всевозможные, да, там, elbow, shoulders, hand, leg, и так далее. Вот, то есть, объяснить, какую конечность надо согнуть и какую разогнуть, да, а дальше, если что, современные технологии позволяют сейчас очень хорошо и быстро все переводить. Я тренер тренажерного зала «Виктория». Тренирую людей, делаю их здоровыми, красивыми, стройными, как у нас тренер один сказал, обезжиренными. Вот. Стараемся восстановить, все, что в моей компетенции, я все стараюсь сделать. Вот. Конечно, бывают разные случаи, но вот в основном, конечно, стремимся к результату. Вообще я пришла изначально из цирка, так получилось.
Вот, лет 16, да, я проработала в цирке с 8 лет. И потом последние гастроли были 2010 год, да, закончили. И потом я не знала, чем заняться. И думаю, надо чем-то себя занять все-таки, чтобы и деньги были, и все. Изначально я устраивалась на ресепшн в другой фитнес. Вот, там проработала энное количество времени, поняла, что скучная работа, но я плюс начала там тренироваться одно время, и потом координатор того тренажерного зала узнал, что я из цирка, и что у меня всю жизнь в спорте, в цирке, и он такой: а почему ты вообще не в зале? У нас девочек конкретно не хватает. Я помню, Сергей, да, звали. Я говорю: Сергей, я не знаю. Я говорю, железо ни разу не работало, ничего. Он такой: я дам тебе тренера, он тебя всему обучит, плюс пойдешь на курсы, все нормально. Вот. Ну и в итоге там один тренер со мной обучал меня, потом на курсы я пошла. И, в принципе, в цирке со своим весом работаешь, ты знаешь, что ты делаешь, как питание, ты все, в принципе, знаешь, изначально всю подноготную. И поэтому мне стало легче намного это все. Единственное, что с памятью у меня не очень, конечно, я очень долго запоминала это все. Вот. И так потом я начала работать там потихоньку. Какое-то смущение иногда было, потому что боязнь, потому что это что-то новое для меня. Вот. Потом я начала набирать клиентов, у меня уже база какая-то определилась, потом сама начала нормально так заниматься. Вот. И потом я пришла сюда, меня тоже привел мальчик, который пришел сюда работать. Он такой: что ты там будешь сидеть? Там, в принципе, условия не очень хорошие были уже под конец, когда я начала около 5 лет проработала. Вот. И он сказал: давай приезжай в Вешки, еще это был другой немножко фитнес, World Gym, вот, посмотришь, как тебе понравится, не понравится, чисто так, в тренажерном зале поплаваешь, там, в баню сходишь и так далее. Вот. И я поняла, что прям очень классное место, и мне прям понравилось тут. Уже в ноябре будет в этом 10 лет, как я здесь. Ого. Вот. И и вроде и нравится, не то, что вроде, очень нравится, очень классный коллектив у нас, хорошая зарплата, и и клиенты очень положительные, очень, суперские, намного лучше, конечно, чем в предыдущем месте. Хотя в предыдущем месте у меня тоже, то есть, не могу сказать, что у меня были прям ужасные клиенты, но в плане именно чем больше работаешь, тем больше узнаешь людей, и здесь более такие, как сказать, они и специфичные, с одной стороны, вот, и каждому нужен свой подход, и плюс еще более, как сказать, более интересные, не знаю, можно вот так сказать. Через время какое-то проходит, все равно звонят, пишут, что типа: спасибо, Вик, за тренировки, твоя программа была классная была. То есть отзывы и положительная динамика, и когда у клиента есть результат, для меня это, бальзам на душу, я очень это люблю, потому что понимаю, что не только там моя работа была проделана, и клиента, потому что он слушал меня, что я говорю, что он делает, и в совокупности получился очень классный результат. В основном я, ценю больше, наверное, что достигаем с клиентом определенного результата. Девочки приходят к девочкам больше, и мужчины некоторые не понимают, как можно заниматься без женщины, хотя кто у меня из мужчин занимался, они говорят, вообще классно, потому что девушка, тренер, больше следит, больше требует, и больше дисциплины у девочки все-таки, если это мужчина занимается. Потому что мы более придирчивы, скажем так. Мне так кажется. Со стороны, может быть, даже так. Вот. Я занималась, это не сейчас, это было давно довольно-таки. Нет, сейчас есть одна, и была года 4 назад девочка, испанка, она из Аргентины была. Здесь у нас в «Спартаке» раньше тренировался и не работала, как это сейчас мозг не работает сейчас, играл, за «Спартак» Мельгареха Лоренцо. И вот его жена Мария, она у меня тренировалась энное количество времени. Мы с ней к классному результату пришли. Вот. Но мы с ней так разговаривали. Никто не хотел ее брать, потому что никто не знает никакого языка, в принципе, у нас тогда из команды. Вот. Я с ней частично на испанском, частично... А я понимаю, что она говорит, потому что я, когда на гастролях ездила, я жила месяца 3 в Испании, и он, в принципе, язык такой несложный. Вот. И чуть-чуть на английском. Учила ее русскому, хотя она уже здесь жила 8 лет. Лоренцо играл 8 лет здесь, и он уже хорошо знал на русском языке много слов, и он предложения делал, то есть с русским у него все нормально было.
Я ее спрашиваю, говорю, Мария, может быть, начнем учить русский? Она говорит, нет, он такой некрасивый, неудобный. Ну, какие-то слова, она все-таки, когда мы расходились, как говорится, они улетали уже, вот, она какие-то слова все-таки запоминала. Ну, вот мы с ней занимались, очень классная, положительная девочка была. И даже потом Лоренцо приходил, ее муж, и говорил мне большое спасибо, потому что результат прямо он увидел. Я долгое время не видела, и он говорит, ой, очень классно, все супер. Вот. А сейчас у меня занимается француженка. Они сюда прилетели, наверное, года 2 назад. Вот. Она из Франции. У нее русские корни, но она француженка. Вот. И мы с ней, да, занимаемся, ну, на русском, конечно, некоторые слова у нас заимствованы, же, понимаете, да, из французского. Такая, ой, Вика, это вот французское слово. Я говорю, да, мы в курсе. Вот, она говорит, вы частично француженка. Я говорю, типа, знаете французский язык? Я говорю, ну, частично, может быть, все знают. Вот, ну, да, одна француженка у меня есть, да, и все, в принципе, наверное, как-то так. Их немного, но они есть. Да, есть, безусловно. Даже мне Лара сказала, что совершенно другое. У нас более бережное, более трепетное отношение непосредственно даже и тренеров, да, и людей, потому что, говорят, нету такой заботы и такого теплого общения, как у них там. И даже, да, и Мария тоже говорила, это я уже сейчас вспоминаю, что совершенно другое отношение. Здесь более, как сказать, там про деньги, здесь больше про человечность. И здесь она прям в восторге настолько. Вот даже я сейчас когда Лару тренирую, она говорит, очень классно. И очень хочется, чтобы там было такое же отношение. Здесь по-другому все. Здесь, говорит, по-домашнему. Здесь человек про человека, да, ты заботишься о нем. И даже если это просто на время твой клиент, частично, ты все равно, говорит, про него постоянно вспоминаешь, пишешь, спрашиваешь, как у него дела. Не потому что для галочки, а потому что тебе реально интересно, как у него дела. У них там все по-другому. Вот это занимался час, он не будет с тобой лишние там 20-30 минут, он скажет, ну оплати, и потом дальше я с тобой 20. А здесь нет, у нас, если не нормированные бывают тренировки, да, у нас тренировка 55 минут, мне, допустим, если есть время, я с человеком больше времени провожу, потому что это мне больше всего надо, как бы, да, и ему больше дать. И чтобы ему легче было потом на других тренировках. Как-то так. Когда через какое-то время мы расстаемся в плане, там, они переезжают, еще что-то, и когда ты поддерживаешь связь, человеку хочется вернуться обратно, и когда он приезжает сюда, допустим, в Москву на какое-то время, он звонит и говорит, Вика, типа, есть время для тренировки, я куплю карту на время, и мы будем тренироваться. То есть это очень приятно и очень положительное прежде всего для тренера эмоции, потому что это тоже, опять же, не про деньги, а про человеческие отношения. Меня зовут Евгений, я действующий спортсмен по виду современного пятиборья. Выступал на чемпионате мира Европы и неоднократно призер России. Также выступал на Европе по биатлу в смешанной эстафете. Занял там 3-е место. Также по эстафете на миле, получается, призер, занял 2-е место. Сюда попал в связи с тем, что переехал в Москву, зарплаты в плане как спортивной не хватало, плюс появилась еще девушка. Понял, что нужно больше зарабатывать, чтобы больше и себя радовать, как бы и девушку радовать, и себе ни в чем не отказывать. В итоге принял такое решение, что я хочу в один момент устроиться на работу. Я в этот же вечер подал заявление на работу в данное место. И на следующий день не очень не ожидал, но меня приняли. Поэтому пришлось ехать сюда, знакомиться и устраиваться работать. Само собой нравится. Так бы я здесь не работал, потому что я такой человек, которому, если даже место не нравятся какие-то определенные ярлыки, когда на людей вешают, то я сразу ухожу с этого места. И что мне нравится в этой работе? Мне вообще все нравится. Мне нравится коллектив, общение, очень нравится, само собой, работа с людьми, помогать людям, учить их чему-то новому, тому, чему они не умеют. Тем более я тренер по плаванию, а плавание в первую очередь это расслабление, не только физическая активность, поэтому очень многие люди приходят с серьезными проблемами именно не в теле, а в голове. Вот как бы немного потихонечку решаем
данные проблемы. В основном люди приходят с запросами в обучение плаванию спортивному, то есть как скроль, дельфин, спина, брас. Это первый запрос. Второй запрос – это плавание по реабилитации. А третий запрос – это в основном идут дети, которые вот прям обучение плавания с самого нуля. Тяжело. Сейчас дети нынче очень капризные, тем более большинство детей, которые занимаются, по крайней мере у меня, им не хватает вот именно родительского внимания. Они очень требовательны в плане внимания. Приходится вкладывать не только свои спортивные усилия, но также по-человечески относиться к детям с пониманием, помогать им, объяснять очень много жизненных факторов, которые им пригодятся в дальнейшем жизни, и наставлять на новые пути. У меня больше всего взрослых людей, потому что я сам по себе очень общительный, быстро нахожу язык. С детьми я очень строгий. Я сам по себе строгий тренер, но не по отношению к взрослым. К взрослым я отношусь лояльно в связи с сложившимися ими проблемами, потому что я понимаю, что есть человеческий фактор. Очень много людей, которые по каким-то либо критериям не могут прийти на тренировку. Очень много всего каждый день случается. Даже вообще нельзя планировать, что произойдет завтра, поэтому вот живем одним днем. Но насчет детей в последнее время прибавляется, так как очень много детей хотят и в спортивные школы ходить. Мой спортивный опыт мне в этом пригодился. Также очень много детей, которые не умеют плавать. Родители ценят то, что я с детьми отношусь жестко, не мягко, воспитываю их и не кладу всю вот эту ситуацию на самотек. Я учился в педагогическом вузе на учителя физкультуры, соответственно, и спортом занимался по жизни разными видами спорта. Поэтому решил уже дарить здоровье людям. А конкретно здесь я занимаюсь восстановлением людей после разных травм, реабилитаций. Вот это как раз было интересно мне, уже чуть позже, после института. Мы же все прямо ходящие, поэтому я думаю, что первично это с нашей осанкой связано, и с детства, и с нашим положением тела. У кого-то это с физическим трудом связано, с работой, у кого-то именно с положением тела, плюс еще телефон у нас добавляются, сейчас и дети уже подключились туда. Телефоны, планшеты, все наша осанка приводит к тому, что начинает что-то болеть, шея, спина. Тот результат, когда люди тебе приходят и говорят, у меня уже не болит. Это дорогого стоит.